Всем привет, дорогие друзья! Никогда не поздно приготовить закуски к празднику или для себя любимой. Сегодня покажу вам буквально несколько идей. Возможно, вы уже видели или знаете их. Ну, посмотрите и мои варианты. Возможно, что-то вам пригодится. Все вы знаете, что я не люблю сложные рецепты и стараюсь облегчить себе работу как можно больше. Сегодня я делаю закуски на шпажках. И сейчас покажу вам буквально несколько идей. Вот здесь у меня покупной соус песто. Можете приготовить его сами, если хотите, но очень удобно иметь покупной. Он достаточно вкусный. Вот смотрите, он вот такой густой. Я добавлю сюда буквально 1 ложечку оливкового масла, чтобы он был чуть-чуть пожиже. У меня, кстати, это десертная ложка. Берите любую, в зависимости от того, сколько порций вы готовите. Ну и теперь, смотрите, соус намного жиже. Его можно налить либо вот в такие порционные одноразовые стаканчики. Буквально 1 ложечки достаточно. Или вот в такие рюмочки для водки. И тот вариант просто обалденный. Теперь берем шпажки. Ой, кстати, я еще сыр не порезала. Если у вас есть вот такие, знаете, шарики моцареллы, используйте их. Просто, ну, знаете как, очень удобно. У меня, к сожалению, их нет, поэтому я беру обыкновенный сыр моцарелла и порежу его вот на такие небольшие кубики. Теперь беру помидор черри и кусочек сыра. Ставлю в стаканчик так, чтобы сыр был покрыт соусом песто. Количество соуса регулируйте по своему желанию. Любите много, кладите побольше. Любите мало, берите поменьше. Вот и все. И точно так же кладем вот сюда, в эту одноразовую чашечку. На шпажке, кстати, можно приготовить, друзья, любые продукты, какие вам нравятся. Смотрите, как красиво, оригинально и очень вкусно. Давайте еще один сделаем, поскольку соуса еще достаточно на 1 порцию. Помидоры у меня такие, знаете, крупные. Вот для стаканчиков можно, конечно, взять такие помельче. Да, они гораздо лучше садятся в него. Вот так. Видите, сыр в соусе. Вынимаем и едим. Также в стаканчиках можно приготовить закуску из курицы. Если у вас есть кусочек куриной грудки, порежьте его вот такие небольшие порционные кубики. В стаканчик налейте любой соус, который вы любите. Я взяла вот такой соус с чесноком и травами. Пахнет обалденно. Немножечко налью в стаканчик. И опять возьму шпажку, помидор и кусочек курицы. Так, курицу можно взять так, чтобы она туда поместилась. Вот так. Так, чтобы курочка была покрыта соусом. Или можно взять любой другой соус. Вот здесь у меня томатный релиш. Это томатная приправа, такая острая, с травами и перцем. И точно так же берем помидорчик и кусочек курицы. Кусочек курицы возьму чуть-чуть побольше. Так. Обмакнули его в соус и подавайте. Из кусочков хлеба вот такого мягкого сливочного сыра и любых продуктов, которые у вас есть, можно сделать шикарные бутерброды. Опять же, на шпажках или просто типа канапе, знаете, небольших бутербродиков. Я взяла вот такие формочки для печенья. Смотрите, беру поменьше сначала и вырезаю кружочки хлеба. Можете делать фигурные, можете делать вот такие простые. Вот эти остатки не выбрасывайте, слегка подсушите и сделайте хлебные крошки. Пригодится для котлет или для чего-нибудь еще. Так,
мажем сыр. Такие прикольные. Этот кусочек пока уберу. Берем кусочек огурца. Я специально режу такими тоненькими кусочками, чтобы можно было, знаете, на один укус, чтобы получился бутерброд. И теперь берем солями, сворачиваем либо вот таким конусом, либо треугольничком, как вам удобно. Знаете, сюда просится прямо кусочек помидора. Знаете, что сюда просится? Сейчас вам скажу. Смотрите, сюда прям просятся вот такие голубика. Вот что. Красота? Слишком большая палочка, но это не принципиально. Смотрите, какая прелесть. И также возьмем кусочек рыбки. Я делаю перчатки, просто чтобы потом руки не пахли рыбкой. Сворачиваем рулетиком. И взяла палочки чуть поменьше. Смотрите. Я всегда беру кусочки такие, знаете, не очень большие, чтобы как бы не перебивался вкус продуктов. Теперь сделаем такие, знаете, круглые бутерброды чуть побольше. Опять мажем сыром, если хотите. У меня сыр уже с добавками, поэтому, конечно, все проще. Если сыр у вас самый простой, без всяких добавок, ничего страшного нет. Ну, можете сами добавить в него чуть-чуть чесночка и чуть-чуть зелени, если хотите. Теперь возьмем солями. Можно вырезать этим же кружочком. Я взяла кружок чуть-чуть поменьше. Кладем сверху кусочек солями. И кусочек сыра. Ничего не пропадает в нашем доме. Все съедят собачки, кошечки. Можно еще сверху кусочек огурца. Я думаю, как бы его красиво нарезать, но уж как есть. Отлично. Ну и можно помидорчик. Вот помидоры у меня чуть слишком крупные. Ну, ничего, какие уж есть. Так, палочка маленькая. Если есть оливки, берите оливки, друзья. Но вот у меня прям вот сейчас не оказалось. Вот это, конечно, получается слишком такой нагруженный бутербродик. Знаете, что мы сделаем? Мы сделаем вот что. Отрежем так кусочек помидора. Сделаем вот так. Видите? Я думаю, что вот так намного лучше, правда? Ну вот, друзья, шикарно, да? Помидорчики не выбрасываем. Возьмем еще кусочек хлеба. Так, вырезаем кружочки. Нету формочки, друзья, ничего страшного. Просто порежьте, отрежьте вот эту вот корочку и порежьте на квадратики. Тоже шикарно. Можете взять французский багет, тоже очень здорово подходит. Я люблю мягкий сыр, потому что он, знаете, он все-таки, бутерброд получается достаточно нежным, вот если использовать мягкий сыр. Хотя это, знаете, на любителя. Кому как нравится. Как вам нравится, так делайте. Можно взять моцареллу. Возьму, попробую. Не знаю, какой кусочек будет больше.
получается вот такой вот бутерброд. Вот эти большие палочки, они, конечно, больше подходят для таких, знаете, высоких, небольших, таких по размеру небольших, но высоких бутербродов. Ну вот, получается вот такая тарелочка, которую можно подать и друзьям, и родным, и себе на ужин, когда не знаешь, чего тебе хочется.